У Евпатории, деточка, встретили войну. Значит, сразу радио сказала городское, что это в 4 часа утра бомбили Киев уже эти фашисты. Вот, а мы же еще ж Крым не знали. Едут на мотоциклах, на машинах в начале первые. Ой, тут вот такие какие-то блестящие железные бляшки, черепа вот эти кости, что ж люди тут, Бог с нами. Вот это первые, вот это. Ужас, деточка. 28 октября 1941 года оккупации. Было вот летом день большой, 6 часов солнца вон где. А выйти и вот такому нельзя на улицу, 3-летнему и 20-летней женщине и бабушке вот такой, как я сейчас, нельзя. Убьют. 7 января 1942 года, как раз на Рождество, первый день Рождества, высадился десант. Десант высадили 500 человек матросиков, а тем матросикам было по 19, по 20 и даже по 18. Straßenkampf in Jevpatoria. Hier waren unter dem Schutz von Kriegsschiffen starke feindliche Kräfte gelandet. Sie wurden von deutschen und rumänischen Verbänden vernichtet. Unsere Truppen haben die Bolschewiken in die Innenstadt und in das Hafenviertel von Jevpatoria zurückgeworfen und auf engem Raum zusammengedrängt. Очень зимы у войны в Крыму были страшно, детка, холодные. Просто, понимаешь, сейчас вот эти времена, лет 15-20, ты, сынок, знаешь, назад, больше даже, чем 15-20, стали зимы мягкие. А тогда, 4 года война, снег, ну, значит, эти матросики делаешь и свое задание. Их высадили, а десанты. А поднялся 500 человек, поднялся шторм. Господи, как же Господь не смиловался. Все, должна была прийти помога им. Еще там вот эти подводные эти катера, или как их высадили, не так же открыто. Нельзя было, шторм был у 9 и больше баллов. Горой подымало море и город заливало. Боже мой! Эти, значит, сразу из Симферополя мчались эти. Они на машинах, ну как, помога, и танки, и все летело туда, на десант уничтожать. У всех матросики бежат, домики одноэтажные, и лестница стоит на чердак у хозяев. Они заскакивают по лестнице и на них, а те на них, в общем, перебили всех их 500 человек. Die Sowjets, die hier mit starken Kräften gelandet waren, verteidigten zäh und verbissen das Zentrum der Stadt. Erst nach tagelangem, erbitterten Ringen war Jevpatoria vom Feinde frei und wieder fest in unserer Hand. Eine Sprengladung ist angebracht. MG-Nester werden beseitigt.
И десант не получился 7 января. Там есть памятник в Евпатории, как раз на берегу моря, где его высаживали. Вот там корабль стоит. Вот памятник, это после войны сделал. Вот. И деточка, значит, снег. Они молоденькие, патронтаж тут, автомат, и бескозырка валяется рядом, на снегу кровь, вот так вот. И выгоняли, гнали, смотрите, и вот такие, смотрите, и мамы их не на руках дети, это в 40-м родился, вот. И это еще 3-4, тому 5, тому 7, тому, ну, друг за дружкой. Смотрите, вот это будет вам всем. И не дают их хоронить, а мороз, снег такой глубокий и плотный, потому что солнце было, помню, как сейчас, и в воздухе прямо вот так скалки, вот эти, ну, искорки, вот. А снег не таял, аж голубоватый такой, никогда в Крыму таких снегов не было. Потом, деточка, значит, вот это вот они не давали хоронить, пока все городское население, а какое это население, дедушки, бабушки, вот это малыши, а те мужчины все были на фронте, вот. Теперь призывного, теперь, значит, это, ну, инвалиды еще там мужчины, вот эти молодые инвалиды детства, тех же на фронт не брали. И вот тут, пока все, не, значит, не обсмотрели, там прошло уже, сейчас не помню, 2-3 суток. А потом разрешили женщинам, значит, раскапывать этот снег и предать их земле, этих матросиков. Прошла неделя, ходят это эсэсовцы, СД и гестапо. Такие мне они, уже я была мала, казались здоровые, такие красные волоса, большинство у них, светлые такие, рыжие. И вот это все тут на них, Бог с нами. И всех, значит, мальчик рядом жил, Синьков фамилия. Был один единственный у них сын, мальчик. А он был, ему было 12 лет, а он ростом был высокий, такой, как на 16, вот такой на 17. Век. Мама бежала, тетя Клава, через один двор они жили от нас. Боже, бежали бабушки горбатенькие, бежали мамы за этими мальчишками по 12 лет, а ростом они народ смотрели. Они, значит, посчитали своих убитых, сколько у них убитых фашистов. Из одного, значит, 100 человек. Выгоняли. Инвалид, хромает, этот совсем раскосый, бедненький, его ж не брали, он молодой, но раскосый, на фронт. Всех подряд, и, в общем, против тех танковые, ну, противотанковые рвы называли, не окопы. Туда становили вот так, у
в 3 ряда, и с этих. И те падали, кто первые живыми, кто и вторые живыми. А потом ночью вылазили, кто на верхних слоях, вылазили, они уже были не в себя, ну, представьте. И потом, значит, уже это фашисты узнали, да привезли, и это флорки, несколько машин, и туда это, как он, снаряды. Летели, значит, и ручки, и ножки оттуда, глубина ж такая. Погибло 18... Не, 12 тысяч. Нет, 14 800 человек. Вот крест, я это хорошо помню.